Сегодня мы будем вязать наипростейший свитер-паутинку крючком. Для тех, кто не умеет или, как я, не любит вязать спицами, будем вязать крючком. Смотрите, какое получается вязание, такое прям воздушное, легкое, объемное. Вязание чем-то даже напоминает вязание спицами. Смотрите по поводу пряжи. У нас это Alize Mohair Classic, цвет у меня 32, он такой нежно-розовый, в 100 граммах 200 метров. Состав 51% акрил, 25% мохер и 24% шерсть. По поводу крючка. Здесь рекомендуется производителям крючок от 2 до 4, но нам он не подходит. Мы будем вязать крючком номер 10. Можно там от 9, мне кажется, до 12 использовать крючок, какой вам будет удобный, для того, чтобы получались вот такие объемные воздушные петли, чтобы вязание было не плотным. Быстренько покажу вам принцип, по которому будем вязать. Все неимоверно просто. Весь свитер состоит из 4 прямоугольников. Здесь у меня нарисовано как трапеция, просто за счет того, что прямоугольник заужается к нашей резиночке, которую мы будем вывязывать, тоже я вам сейчас все покажу. А так, в принципе, у нас перед и спинка — это 2 одинаковых прямоугольника, и 2 прямоугольника — это наши рукава. Для себя я перед и спинку набрала 40 изначально воздушных петель и провязала 34 ряда. Для рукава у меня 50 воздушных петель изначально было, и я провязала 35 рядов. Вы же выбираете по своим параметрам, по своему росту, по длине рукава и так далее. Еще хотела сказать, для тех, кто не знает, вот есть здесь в правом верхнем углу шестеренка, на нее нажимаете, скорость воспроизведения видео, там есть обычная, ускоренная, 1.25, 1.5, 1.75, или наоборот, замедленная, там нажимаете на 0.75, на 0.5, если вам что-то непонятно, хотя, в принципе, я постаралась не быстро все это показать, но все равно, кто это все знает, вы можете на ускоренную поставить промотку. Я, в принципе, большинство видео смотрю на 1.5 или даже на 1.75, потому что мне, в принципе, много каких моментов понятно. А так, кому непонятно, просто замедляете, и тогда вам будет это все, в принципе, удобно и абсолютно все понятно. И смотрите, еще хотела момент показать. Желательно вязать сразу же, так как вам нужно, без распускания, потому что эта пряжа не любит распускания, из-за счет того, что она вот такая пушистая, мохеровая, она может, ну вот, нормально иногда распускается, но иногда путается. И сложно ее достаточно распускать, видите, вот зацепляется волосики, шерсть. Поэтому лучше вязать сразу аккуратно, так как вам нужно. Попробуйте приноровиться вязать одинаковые воздушные петли на какой-нибудь другой пряже. Например, на какой-нибудь обычной хлопковой, да, вообще любой пряжи, которая не сильно ворсистая, просто приноровитесь делать одинаковые петли вот таким образом, чтобы вам было удобно потом вязать уже готовые изделия без распусканий. Чтобы у вас получались одинаковые петельки. Начинаем наше вязание. Начинаем вязать со спинки или переда. В принципе, это 2, как я уже сказала ранее, абсолютно одинаковых прямоугольника. На мой рост я набирала 40 петель изначально, 40 воздушных петель. Набираем 40 воздушных петель. Как это делается, показываю. Вот у нас рабочая нить. Берем крючок, заводим крючок сзади. Захватываем рабочую нить, выводим в петлю. И вот тут у нас получается узелок. И следите, чтобы вот эти петли были все вот такие вытянутые, одинаковые. Так набираем 40 воздушных петель. Смотрите, чтобы все петли были одинаковые и не стянутые, для того, чтобы у нас получился такой воздушный объемный свитерок. Так, мы набрали 40 воздушных петель. Смотрите, что у нас должно получиться. Вот такие объемные воздушные петли. А сейчас будем вязать за вот эти перемычки верхние. Так, смотрите, всегда пропускаем вот эту петлю, первую от крючка. Мы ее никогда не считаем. Вяжем сразу во вторую, всегда. Столбики, полустолбики с накидом. Делаем накид, проводим в петельку перемычку, захватываем рабочую нить и еще раз рабочей нитью провязываем все 3 петли. Смотрите, чтобы вот эти петли были тоже всегда свободные. Еще раз накид, в петлю,
выводим рабочую нить и захватываем рабочую нить опять и проводим через 3. Еще раз накид, в петлю, захватываем рабочую нить, вывели 3 ниточки у нас на крючке, захватываем рабочую нить, проводим через все 3. Так, провязываем, оставляем в конце 4 недовязанные петли. Так, довязали почти до конца. У нас остались 4 петельки недовязанные. Это у нас будет наша резинка, наша горловина. Смотрите, как вяжем резинку. Тут у нас были полустолбики с накидом. Сейчас делаем еще проще. Заводим крючок в петлю, захватываем рабочую нить и этой же нитью сразу же провязываем в петлю. Тоже смотрите, чтобы и эти петли были посвободнее. Вторую петлю, захватываем нить и сразу же в петлю. Третья и 4. Так, делаем петлю подъема, всегда делаем петлю подъема, чтобы подняться на следующий ряд. Разворачиваем вязание и смотрим, что у нас получилось. Вот мы перевернули вязание. Если поставить вязание вот так на бочок, у нас получается, видите, вот такая косичка. Вот она, косичка. Сейчас будем вязать за вот эти задние перемычки, за вот эти петельки. Что делаем дальше? Здесь у нас резинка стоит из 4 петель. Резинку всегда вяжем, как и в конце прошлого ряда, за перемычку, вытаскиваем рабочую нить и сразу же в петлю. Раз, в перемычку, рабочая нить и сразу же в петлю. Это вторая петля, в перемычку, сразу в петлю, 3 и 4. Это у нас будет резинка. Вот это наша резиночка будет. Дальше наше полотно, вот это полотно, все вяжется полустолбиками с накидом. Делаем накид и вяжем всегда за заднюю перемычку. Вытаскиваем нить и через 3 петли накид, перемычку и через 3 петли. Так вяжем до конца. Так, довязали почти до конца, довязываем последнюю петлю, делаем столбик подъема, разворачиваем петлю и смотрите, в принципе, что у нас получается. Вот, видите, сужается к ну, точнее, вот так это будет. Это наша горловина будет, вот она. И вот наше основное вязание, наш свитерок. В принципе, все из этого состоит все наше вязание. То есть вяжете здесь полустолбики с одним накидом, ну или просто называется полустолбик с накидом. В конце, там, где у нас резиночка, где у нас заужается, ну вот у меня в данном случае, у меня резинка состоит из 4 петель. То есть мне, в принципе, подходит такая ширина резинки. Вы смотрите сами их, если хотите уже, можно пошире сделать, побольше петель, резиночку. Резинку вяжем соединительными столбиками. Также петля подъема, разворачиваем, опять провязываем резинку соединительными столбиками, 4, как в моем случае. Дальше вяжем полустолбики с одним накидом, вяжем, делаем также петлю подъема, разворачиваем и так далее. Спинку и перед у меня это 2 одинаковых прямоугольника. Рукава у меня чуть-чуть подлиннее.
Получились тоже ширину смотрите по себе и замеряйте, какая вам больше нравится. А мы с вами встретимся на стадии пришивания всех деталек. Так, у нас готовы все детальки. 2 детали спинка и перед. Вот они. И 2 детали рукава. А сейчас будем пришивать. Сначала я предлагаю пришить спинку и перед. Как мы это делаем? Прикладываем любой стороной детали друг к другу спинку и перед. Делаем так, чтобы совпали вот эти у нас резиночки. Пришиваем пока что вот эту ширину резиночки с этой и с этой стороны, чтобы у нас была закреплена горловина. Берем иголку с широким ушком, нашу пряжу и пришиваем вот буквально несколько стежков. Здесь и здесь. Так, мы пришили вот тут по бокам резиночку, чтобы она держалась. Дальше пришиваем рукава. Берем наш один рукав, складываем, в принципе, любой стороной пополам, ровно пополам складываем и прикладываем к одной из сторон нашего свитера. Вот так. Это все изнаночная сторона, напоминаю. И пришиваем пока что только рукав. Эту часть шва пока что не пришиваем. Начинаем пришивать от начала рукава до плечика и с обратной стороны тоже до рукава. И там уже можно будет соединить и прошить свитер до конца. Точно так же делаем аналогично и второй рукав. И когда уже рукав будет пришит к спинке с передом, уже можно будет пришить его вот этот по шву по рукаву. Все, мы сшили все детальки. Сейчас выворачиваем свитер на лицевую сторону. И вот такая красота у нас получилась. Невероятно воздушный, легкий, очень легкий свитер получился. У меня ушло почти 4 мотка, чуть-чуть осталось от мотка, но это совсем немного, меньше 400 грамм. Так что пробуйте, вяжите, подписывайтесь на мой инстаграм, там много всего интересного. И сейчас я покажу, как он сидит на мне. Всем пока!